ChatGPT. Сколько его версий? Сколько разных моделей? Зачем вообще их столько? Как выбрать правильную под свою задачу? Если вы хоть раз задавали себе этот вопрос, либо вы просто по умолчанию используете самую последнюю версию, думая, что она самая лучшая, то это видео для вас. Раз в год я делаю такой большой базовый обзор по чату GPT, потому что он меняется довольно-таки быстро, что старые гайды могут устаревать буквально за считанные минуты. Ну, точнее, появляется много чего нового. И сейчас самая большая боль, которую я вижу, это огромное количество новых моделей. Я прям реально вижу, что очень многие используют их неправильно. Путаются и не понимают, чем они отличаются и для каких вообще задач каждая моделька подходит лучше всего. Поэтому это видео в первую очередь про выбор моделей, про их особенности. Я объясню, чем они отличаются, как выбрать нужную модельку, поделюсь разными фишками, своими кейсами, которые реально сэкономят вам время, а в конце еще поделюсь системным промптом, после которого ChatGPT действительно станет работать для вас лучше. Это видео будет полезно не только тем, кто давно использует ChatGPT, но и совсем новичкам, поэтому вначале я вам дам такую самую понятную базу, вообще покажу вам, как начать, как устроен интерфейс, что вообще такое большая языковая модель, такую базу. А потом я уже расскажу про модели, про их особенности, для чего каждая модель используется, кейсы ее применения. Разные функции, как ими пользоваться, цены, что входит в подписки, то есть все это будет в этом видео. Если вы уже опытный пользователь и давний подписчик моего канала, используйте там коды, можете сразу же переходить на пару минут вперед к блоку про разницу моделей, а для всех остальных очень такая быстрая и простая база в самом начале. Поехали! Первое, что важно сказать, это что вообще такое большая языковая модель и LLM, потому что я часто специально называю чаты GPT и другие программы нейросетями, просто чтобы это было легче воспринимать. Хотя, например, чат GPT является именно большой языковой моделью. Поэтому, что вообще такое большая языковая модель и LLM? Представьте себе такую огромную библиотеку, где собраны абсолютно все текста мира, вообще все, книги, статьи, переписки. И есть такая специальная компьютерная программа, которая прочитала вот эту библиотеку и научилась понимать, как вообще устроен наш язык, как строится приложение, какие слова лучше использовать в том или ином случае. И когда вы пишете этой программе вопрос или просьбу, их еще называют промптами, она мгновенно вспоминает, что уже видела в миллиардах прочитанных текстах вот конкретно этот ваш вопрос, и она создает специально ответ, который будет звучать, естественно, для вас. Ну, кстати, не просто там нашла информацию в своей библиотеке, она именно подстраивает это, чтобы выдавать вам такой логический ответ. Если совсем просто, то просто большая языковая модель — это программа, которая умеет общаться с тобой на понятном человеческом языке, потому что заранее изучила огромное количество разных текстов. По сути дела, она изучила весь интернет, потому что данных сейчас нет. Нейросети знают абсолютно все. Она знает, как говорить, как писать правильно, какие слова зачем ставить, чтобы было все логично, точно и понятно. И ChatGPT — это как раз большая языковая модель. Но ChatGPT — это не какая-то одна большая языковая модель. Их существует очень большое множество. Есть Grok, есть Gemini, есть DeepSeek. Все это большие языковые модели разных компаний. А ChatGPT — это отдельный продукт компании OpenAI. На сегодня это самая, скажем, известная популярная нейросеть в мире. Ей пользуются более 100 миллионов активных пользователей. Она стала популярной просто потому, что она вышла ранее всех. На ней случился такой бум. Мы все познакомились с нейросетями благодаря чату GPT. Но и чат GPT — это не одна языковая большая модель, а это целое семейство моделей, которые постоянно улучшаются и обновляются. Наверное, глупый пример, но вот, например, есть пылесос. И каждый год он обновляется, добавляются какие-то новые функции в него. Вот то же самое с языковыми моделями. Есть одна версия, натренирована для определенных задач. Потом добавляются какие-то новые функции, например, там, я не знаю, специально для уборщиков, да, и выходит новая модель этого пылесоса. Ну вот то же самое и с языковыми моделями. То есть каждую модель они дотренируют, добавляют какие-то новые функции и выпускают. Это все обновленные версии. Но это не означает, что новая языковая модель, она лучше предыдущей. Она может быть создана специально под какую-то определенную задачу. Об этом мы поговорим буквально через пару минут, а пока быстро покажу вообще, где найти и как начать пользоваться чатом GPT. Это довольно частый вопрос в комментариях, а именно, где найти чат GPT. Какой правильный чат GPT? Каким лучше чатом GPT пользоваться? Поэтому, отвечая на один вопрос, чат GPT всего лишь один. У него всего лишь один официальный домен chatgpt.com. Поэтому мы вбиваем либо chatgpt.com, либо мы в Гугле пишем ChatGPT, и здесь будет две ссылки на сайт. Либо на сайт чата GPT, сразу же прямиком, либо на OpenAI.
OpenAI — это компания, которая создала ChatGPT, поэтому, зайдя на OpenAI сайт, можно будет найти их один из продуктов, и именно ChatGPT, и начать им пользоваться. Ссылку я оставлю в описании на всякий пожарный. Чатом GPT можно пользоваться и без регистрации, но там будет ограниченный функционал. То есть с регистрацией появляется больше инструментов и лимитов, соответственно. Поэтому проще всего это просто зарегистрироваться через Google аккаунт в пару кликов. Если у вас какие-то есть ограничения стран, то нужно будет заморочиться и нужно будет иметь иностранный номер, иностранную карту, но это того стоит, поверьте, пожалуйста, это того стоит. И нужно использовать оригинальные официальные модели. И, кстати, есть тоже мобильное приложение на iOS и Android, ChatGPT. Все. Есть вот такая вот только одна иконка, все остальное это не чат GPT. Теперь быстро про интерфейс. Когда мы заходим на чат GPT, по центру поле для ввода текста. Это непосредственно туда, куда мы вводим наши вопросы, промпты. Например, в каких продуктах больше всего белка? Все, и через пару секунд мы получаем четкий структурированный список с комментариями. Все интуитивно понятно. Слева у нас большой блок с историей ваших переписок, все диалоги. Рекомендуется всегда использовать для каждого диалога определенную тему, то есть не стоит про разные темы общаться в одном текстовом окне. Да? Для каждой новой темы мы создаем просто новый диалог и там о нем общаемся. Например, о кулинарии в одном окне, о компьютерах в другом окне, о проблемах со здоровьем в третьем окне. Эти чаты никуда не пропадают, только если вы их не удалите. И, соответственно, можно будет перескакивать между чатами, продолжать какие-то старые ваши диалоги. И здесь же в левом меню у нас есть поиск по чатам и кнопка «Начать новый диалог». А справа у нас кнопка «Настройки» вот здесь. Тут можно построить чат под себя. Поработать, например, с памятью. Ну, об этом немножечко позже. Ну, в общем, собственно, вот это самое главное, что вам стоит знать. Я вам потом порекомендую посмотреть еще на мое второе видео. Там я прям очень-очень сильно подробно рассказывала про разные нюансы и лайфхаки. А пока самое главное, если вы только начинаете, зайдите и попробуйте написать свой первый запрос. Посмотреть, как нейросеть на него среагирует. Поверьте, когда я только 2,5 года назад начинала, для меня это был, не знаю, я была в полнейшем шоке. Теперь отвечу на главный вопрос. Какие у нас бывают модели чата GPT и зачем они вообще нужны? Вот только просто посмотрите на вот этот список. 4O, O3, 4.5, 4.1. Да, с неймингом, конечно, здесь можно запутаться. Даже если следишь за обновлениями, как я, тоже иногда не сразу понятно, какую модель выбрать для чего. Хоть и есть здесь какие-то маленькие такие мини-подсказочки, но все равно как бы ты не уверен в них. А если ты не следишь за этим, то ступор. Поэтому это боль не только новичков. Но так как я начала все чаще замечать, что многие модели используют неправильно, не понимая их особенности и сильные стороны, поэтому решила сделать такое вот видео. Поэтому разложу по полочкам. Сейчас все модели в чате GPT, они у нас делятся на два вида. Первый вид — это у нас обычные, второй — это думающие. Обычные модели, их еще называют стандартными, это модели, которые подходят для большинства простых задач. Например, поболтать, что-то спросить, получить справку, текст для поста, перевод, список продуктов. То есть эти модельки, они работают быстро, они работают просто, без раздумий, и они идеально подходят для коротких, несложных запросов. По обычным моделям у нас относятся все модели, начинающиеся с GPT. То есть GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5. Теперь думающие модели. Думающие модели, а это модели не сразу отвечают на ваш запрос. Они сначала думают, они рассуждают. И вы буквально можете подглянуть в их цепочку мыслей. Они ищут дополнительную информацию, размышляют, меняют местами цепочки своих действий. И через несколько секунд или даже иногда минут они вам отвечают. Поэтому, если нужно, чтобы нейросеть, она не просто вам выдала какой-то факт, а она прям реально проанализировала что-то, сравнила данные, почитала разные источники перед ответом, выбирайте думающие модели. К думающим моделям у нас относятся O3 и O4. И у O3 и O4 еще есть две версии. Это мини и мини-хай. Прежде чем перейдем к разбору каждой из моделей, давайте еще раз, в чем суть разницы между этими двумя группами. Обычные отвечают быстро, без раздумий, идеально для типовых задач. Справок, вопросов, текстов, переводов. Думающие тратят чуть больше времени, но зато умеют рассуждать, они умеют сравнивать, анализировать, строить прям сложные цепочки выводы и работать с большими объемами информации. Если делать вывод, то это как зоопарк моделей, и у каждой модели своя сильная сторона. Теперь подробнее, какая же сильная сторона у каждой из моделей. Начнем с самой базовой, но, на мой взгляд, самой удобной модели GPT-4o. Сразу же O у нас в названии означает omni, то есть универсальный, всесторонний. Именно эту модель я и многие мои коллеги используют чаще всего.
У нее огромное преимущество – это скорость, и еще 4О, она очень хорошо работает с текстом. Она может также анализировать изображение, она может понимать аудио, то есть как бы все в одном, такая вот универсальная базовая модель. Текстовые примеры я показывать не буду, я это показывала в самом начале. Но покажу, например, что можно сделать с картинкой. Увидели, например, какие-то красивые кроссовки для спорта, да? Сделали скриншот, загрузили сюда в модели, выбираете ее и пишете, в чем фишка этих кроссовок. Все, модель сразу определяет, что на фото, какие это кроссовки, находит нужную информацию в интернете, если нужно, потом рассказывает такие вот все основные характеристики. Дальше, например, я хочу теперь поговорить с ней, и я могу включить голосовой режим и обсудить, а подойдут ли мне вообще эти кроссовки для тренировок. Ну вот, решила пообщаться. Прям как с живым консультантом. Переспросить что-то в диалоге, уточнить какие-то моменты. Уточнила, все хорошо, просто закрываю голосовой режим, потом возвращаюсь в текст и прошу сделать такое короткое резюме разговора. Получается, за 1-2 минуты я использовала и изображение, и текст, и голосовой режим. И все это буквально вот за считанные минуты. Это и есть главная фишка 4О. Быстро, по делу, четко, несложно, универсально. Переходим к следующей модели GPT 4.5. Это уже более свежая версия, и она заточена прямо на работу с текстом. Особенно, кстати, с темами, где важен стиль, настроение и эмоции. Поэтому, если вам нужно написать что-то очень красивое, очень трогательное, либо вам нужно, чтобы она прочувствовала вас, подобрала необычные слова, или просто сделала вот текст таким вот вкусным, то используйте GPT 4.5. И еще многие пользователи ее хвалят за то, что она может генерировать классные идеи. То есть, если у вас, например, творческий затык, не знаете, как интересно подать мысль, или хочется что-то такого необычного для обложки на YouTube, например, статью или креативную какую-то рекламу, то вы можете тоже использовать GPT 4.5. Сами разработчики, они говорят, что эта модель получилась очень большой и дорогой. Поэтому даже в платной версии на GPT 4.5 стоят ограничения. И из моей практики я ее часто использую для написания моих текстов, кстати. Но не текстов с нуля. С нуля мне не нравится, как она пишет, а именно я ей скидываю мои референсы, которые я наговорила голосом, либо которые я накидала у себя в заметках, и прошу ее вот с моего текста, используя мой посыл, мою аутентичность, написать уже красивый текст. Получают шикарнейшие тексты, очень многие сценарии для уроков, очень многие вот мои зумы, мои какие-то дополнительные текстовые уроки я пишу именно с этой моделью. Но очень важно, опять же, как я заметила по своей практике, с нуля прям текст она не напишет красивый. Вам нужно дать какой-то посыл, поэтому я всегда ей скидываю свою версию, она ее просто красиво адаптирует. И к этой модельке подходите серьезно, у нее есть лимиты, я всегда подготавливаю какие-то определенные четкие задачи, с которыми я к ней иду. И если в какой-то определенный момент мне нужно просто у нее уточнить какой-то маленький вопрос, я могу в этом же окне переключиться на модель 4О, спросить быстро ответ, она мне ответит, потом заново переключить на 4.5, и уже просить, чтобы она этого дописывала, и чтобы она завершала мысль, завершала мой текст. И, кстати, на русском языке 4.5 работает классно. То есть она прям выдает неожиданные такие яркие формулировки. Еще одна модель, которую, кстати, почему-то очень часто все игнорируют, это GPT 4.1. Она осталась в тени, хотя она получилась очень крутой. И просто многие, наверное, не знают, в чем именно ее крутость. Так вот, у этой модели у нее огромное контекстное окно. То есть, если у вас есть, например, целая книга, либо массив документов, и вам нужно, например, найти что-то прям конкретное, то вот как раз для этих задач и существует GPT 4.1. Она прям прекрасно справляется с большими объемами данных. Намного лучше по сравнению с другими моделями, которые прям могут тонуть в деталях. Вначале я сказала, что у модельки есть большое контекстное окно. То есть, что это означает? Это означает, сколько информации она может переварить за один раз и держать это как бы в своей голове. Так вот, у GPT 4.1 у нее огромное контекстное окно до 1 000 000 токенов. Это в несколько раз больше, чем у всех остальных моделей GPT. Поэтому, если вам нужно что-то найти в документе, в книге конкретное, вытащить цитаты только из, например, какой-то одной главы, либо собрать все упоминания какой-то темы, причем неважно, кстати, насколько большой у вас будет файл, то вот используйте GPT 4.1. Например, я загрузила в нее отчет про будущее ИИ на 340 страниц. Я как раз сейчас готовлю одну интересную тему. И попросила ее выписать мне все, что касается увеличения числа пользователей ИИ.
И дальше я уже начинаю работать с этой информацией, постоянно обращаясь к этому огромному документу, там что-то уточняя. И этой модельке хватает контекстного окна, чтобы каждый раз искать информацию по всему большому документу. Либо, когда мне предстоит такая долгая, многоступенчатая работа, например, я там разрабатываю учебный план для курса, то сегодня я составила какую-то часть, план для курса, завтра я составила часть, обсудила идеи, потом я ушла думать, через пару дней я могу возвратиться и продолжить прямо с места, где мы остановились, без необходимости объяснять все заново. И это можно прям делать долго в одном и том же диалоге. Когда у других моделей, например, какая-то часть информации, она может исчезнуть. Ну, с их памяти, нужно будет им напоминать об этом. Очень важный момент, это написали сами разработчики по работе с GPT 4.1, это подход к промптингу, то есть к тому, как вы вообще формулируете свой запрос. OpenAI, кстати, даже выпустили отдельный гайд по промптингу именно только для вот этой модели. Я его оставлю в описании, обязательно ознакомьтесь, я сейчас вам расскажу несколько советов, но все равно рекомендую вам прочитать самостоятельно. И первый совет, который они говорят, это структурировать свой промпт. Делите этот промпт прямо на несколько блоков. Например, блок сначала роль и цель, потом правила, потом у нас идут шаги рассуждения, потом формат вывода ответа, например, статья, письмо, справка, таблица. И в конце примеры. Они рекомендуют прям следовать вот этому списку. Теперь, если у вас в промпте есть несколько правил, и они могут конфликтовать друг с другом или исключать друг друга, то модель, она выполнит то, что написано ближе к концу. Поэтому тоже знаете, что все, что ближе к концу, это важнее. Если вы будете писать длинные промпты, то лучше визуально, как бы с помощью, например, той же решетки, обозначать блоки. Так тогда и вам, и модели будет легче понять, что именно вы хотите, и четко следовать инструкции. И еще один важный момент, если диалог у вас уже достаточно длинный, вы общаетесь с ней, например, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, и модель, она сбила с инструкции, то одной четкой фразой можно вернуть ее на колею. У меня, кстати, есть подробнейшее видео по промпт-инженерингу, очень понятное. После просмотра этого ролика посмотрите его обязательно, если вы особенно новенькие. Это будет полезно не только для работы с чатом GPT, это будет полезно в принципе для работы с разными языковыми моделями, нейросетями. И если для других моделей вы можете этим немножечко пренебрегать, то вот для 4.1 прям разработчики говорят, что для нее очень важен правильный промптинг. Это были у нас обычные модели, несмотря на то, что они довольно-таки сильные. Теперь вернемся к думающим моделям. И первая думающая модель у нас O3. Это как раз та модель, которая у нас не просто отвечает, а прям реально размышляет. Она строит логические цепочки и дает вам прям максимально такой точный и продуманный ответ. Она даже может сначала написать вам одну вещь, потом переписать, я прям иногда замечаю, потому что она постоянно размышляет. В чем фишка O3? O3 ей не нужно, как для обычных моделей, писать длинные промпты с инструкциями или придумывать модели роль. Тут намного все проще, тут вы ей ставите задачу, прям как бриф. Например, сравни вот два этих документа, найди сходство и различия в данных. Или найди закономерности в данных. Или вот результаты моих анализов, помоги мне их проанализировать. Я обычно опираюсь на данные Всемирной организации здравоохранения, допустим. Сразу говорюсь, что O3, она хорошо в диагностике, но она не заменяет врачей. Так вот, O3, когда вы ставите ей задачу, она сама думает, как правильно подойти к ней. Она сама себе ставит прям дополнительные предзадачи. Она может анализировать документы, если нужно. Она сама идет в интернет, найдет нужную информацию, сравнит, уточнит детали и возвращается прям к вам с подробным развернутым ответом. И, естественно, это занимает чуть больше времени. Иногда даже нужно подождать пару минут, пока она все вот это обработает. Но на выходе зато получается прям не просто список фактов, а прям настоящая аналитика. Поэтому, если вам нужно, например, сравнить, соотнести два больших документа с данными, например, отчеты, исследования, вот O3, она отлично с этим справится. Или, например, можно скидывать финансовую таблицу и попросить ее, как лучше скорректировать бюджет. Все, и она проанализирует всю таблицу и даст вам такие вот обдуманные ответы на основе аналитики. Еще, кстати, можно использовать O3 для анализа данных о здоровье. Я довольно-таки часто люблю проверять свое тело, вообще свои гормоны, в норме они или нет, и я могу скидывать O3 и прошу ее проанализировать мои анализы, дать мне какие-то рекомендации. Еще вы можете не только попросить проанализировать, вы можете попросить ее сравнить с чем-то, например, сравнить ее с нормами ВОЗ. Соответственно, модель, она сама пойдет, найдет нужные источники, она сверит данные, ваши анализы с данными с ВОЗ и даст вам вот такую вот хорошую аналитику.
Или, например, там у вас много очень переменных каких-то, да, давайте что совершенно простое. Вы выбираете кондиционер, либо камеру, и там очень много разных параметров, которые нужно сравнить. Так вот, вы можете попросить там, например, помоги мне выбрать кондиционер, вот параметр квартиры, вот регион, в котором я живу, что подойдет. Все, O3, она сама пойдет в интернет, она изучит температуру в вашем регионе, объем комнаты, сравнит модели и даст прям такой персонализированный список. Важно сказать, что все ответы, независимо насколько модель думающая, не думающая, нужно перепроверять. Но вот для таких вот многоуровневых исследовательских задач O3 прям лучший вариант. А еще, кстати, очень забавный такой кейс. Я видела об этом в интернете, как часто ее используют. Она может как сыщик сказать вам, где сделано то или иное фото. Ну, вот так вот, чисто по фану, чтобы вы тоже знали. Она же анализирует, она может ходить в интернет, она может сравнить какие-то детальки и вот вам выдать место. Теперь O4. O4 у нас есть два вида. Это новое поколение, но оно еще не совсем готово. Поэтому к ним применимы все те же советы, что я только что давала для O3. Отдельно о них пока говорить нет смысла. Когда выйдут прям конкретные рекомендации, я тоже смогу записать видео. Раз мы уже заговорили про такие базовые вещи, тогда я отдельно расскажу еще про мультимодальность. Что это значит по-простому? То, что вы можете не ограничиваться только текстом. То есть вы можете туда закинуть буквально картинку, вы можете закинуть туда голосовое сообщение, вы можете закинуть, прикрепить PDF-файл, скинуть таблицу. И вы это можете сочетать все вместе или переключаться с одного на другого. Например, сначала сгенерировали пост, потом к этому посту сгенерировали же картинку, потом улучшили качество этой картинки, потом убрали, например, фон у этой картинки, потом, не знаю, с нее сделали презентацию. То есть и все это можно в одном окне. Теперь бесплатный аккаунт VC-подписка. Тоже очень частый вопрос. Давайте разберемся. Что мы получаем за бесплатно, а что открывается при подписке за $20. Есть еще, конечно, подписка за $250, но я не вижу смысла про нее говорить. Я сама ее не использую. Скорее всего, нам, рядовому пользователю, она не пригодится точно. Что важно, бесплатная версия. В бесплатной версии у нас доступна только одна базовая модель, и это GPT-4o. В бесплатной версии вы просто начинаете разговор, вам не нужно ничего выбирать, но есть ежедневные лимиты, и они меняются в зависимости от загрузки серверов. То есть иногда вы могли замечать, что после 20 сообщений, а иногда после 30, а иногда после 50 сообщений у вас закрываются лимиты, и вы не можете больше задавать вопрос. Тут нет какого-то определенного одного правила, оно всегда меняется. То есть либо загрузка серверов большая, либо просто объем сообщений. То есть вы, можете, задавали простые вопросы, у вас были простые ответы, соответственно, вы можете задавать больше. А если у вас были объемные вопросы, объемные ответы, соответственно, у вас лимиты быстрее закончатся. После того, как лимиты у вас закончатся, вас временно переключат на такую самую облегченную версию модели. По ощущениям, для простых задач она тоже может вполне справиться. Поэтому, если вам этого достаточно, если вы только начинаете, возможно, и нет пока смысла переходить на платную подписку. В бесплатной версии, соответственно, у вас нет выбора между думающими моделями, то есть есть только одна модель. Но есть такая функция в инструментах, как кнопка «Думай дольше». Если вы хотите, чтобы ответ был немножечко более обширным, то вы можете на нее нажать, и как раз переключится у вас на этот момент модель O3 и выдаст вам такой вот более обширный ответ. Но на эту кнопку тоже есть лимиты на день. Они меняются, но это всегда прям буквально несколько запросов, вы можете это сделать. В бесплатной версии вы также можете получить доступ к редактированию. Он называется такой Canvas или Host. То есть, если вы пишете, например, какую-то статью, у вас открывается такой редактор, и в этом редакторе вы можете редактировать ваш текст. Например, редактировать какой-то отдельный абзац, либо переписывать этот текст в каком-то более неформальном стиле. Но я Canvas сама часто не пользуюсь, мне не нравится особо, как он работает, поэтому я предпочитаю все-таки работать с чатом GPT просто постепенно. Потом посмотрите обязательно видео, как я вам говорю, как правильно использовать его, какие лайфхаки, чтобы он выдавал лучшие ответы. И в бесплатной версии у вас есть возможность генерировать картинку, но это прям буквально несколько картинок. И то, если вы попали прям в очень сильную загрузку серверов, вам могут написать, что сейчас высокая загрузка, подождите позже. И сейчас также в бесплатной версии дали еще глубокие исследования. Целых 5 исследований в месяц. Обо всех вот этих инструментах, которые я только что проговорила, я расскажу немножечко дальше. Ну а пока хочу подсветить то, что в бесплатной версии, в принципе, вы можете попробовать вот разные продукты чата. Да, не все, но некоторые. Я думаю, что они это сделали с той целью, чтобы вы попробовали, если вам понравилось, то вы уже перешли на платную подписку, потому что, естественно, платной подписки намного больше возможностей, каких рассказываю. Во-первых, у вас открываются абсолютно все модели, которые только есть у них. Вы можете переключаться между моделями в одном окне. Да, на некоторые модели, как 4.5 и O3, есть лимиты, но их намного-намного больше, чем нежели на бесплатной версии. Теперь подробно про инструменты, которые доступны.
Здесь можно искать информацию в интернете. Правда, я, конечно, не использую эту функцию часто. Она не самая сильная, скажем. Намного есть сильнее инструмент, тот же браузер Perplexity, где это буквально ИИ встроен в браузере, он ищет всю информацию. Либо в тот же Gemini сейчас очень хвалят поиск в интернете. Языковая модель Гугла. Она, кстати, абсолютно бесплатна, тоже можете переходить и использовать. Генерация изображений. Генерация изображений здесь в платной версии я не встречала лимитов на самом-то деле. Может быть, я, наверное, не так много генерирую картинки, но пока у меня не высвечивалось окна, что вы достигли лимита. Опять же, как это работает? Вы просто нажимаете кнопку «Создать изображение», либо просто пишите в промпте «Создай изображение». Сделай картинку, где на Times Square будет написано Web Trinity, и вот все, получается результат. С картинками работают на ура, они сейчас стали работать очень-очень сильно хорошо. Переделать что-то, поменять какую-то надпись, убрать фон, добавь вечернее освещение. Все это работает очень хорошо. В платной подписке есть еще и отдельная вкладочка Sora. Это как раз и есть модель OpenAI, которая генерирует нам картинки и видео. И она у нас работает в нашем чате. Можете генерировать картинки в самом чате чата GPT, либо можете перейти в отдельную вкладку Sora и там уже посмотреть работу других участников и также сгенерировать видео. Sora отлично работает с текстом, то есть все, что касается сейчас текста, просто отлично пишет. Вот посмотрите, просто буквально вчера он мне сгенерировал с моего поста вот такую вот картинку. Теперь глубокое исследование. Что это вообще такое? Глубокое исследование – это если вам нужно получить не просто быстрый ответ, а прям полноценный ресерч. Я очень часто начала использовать эту функцию, она работает просто отлично, когда мне нужно найти прям максимально обширную информацию. Например, я сейчас начала ее использовать по поиску информации о человеке. Я предприниматель, и я здесь в Сан-Франциско, очень многие люди любят приукрашивать, так скажем, их персоны. Так вот, закидываю имя, закидываю, чем он занимается, и он просто ищет во всех возможных социальных сетях информацию об этом человеке, и мне прям выдает подробно. Либо мне, например, нужно разместить рекламу в определенном городе, определенном билборде. Я могу попросить его сделать прям deep research, где лучше разместить этот баннер, какие компании предоставляют эти услуги, какие у них цены. Расскажи мне все-все-все очень подробно, и он прям сделает прям классный, подробнейший ресерч. Единственное, что стоит понимать, это говорят и разработчики. Я вам тоже скажу, что если вы делаете глубокое исследование, то если вы напишете просто простой запрос, например, какие тренды в развитии нейросетей в этом году, это, скажем, очень короткий вопрос. Да, будет у вас хороший ресерч, но он не будет таким хорошим, если бы вы дали больше вводных данных. Детали, какие вам нужно подсветить, в каких областях. Поэтому, если вы хотите получить хороший, классный ресерч, заморочьтесь над промптом, впишите все возможные детали, которые вас интересуют. Потом агент тоже проанализирует ваш запрос и вас спросит какие-то дополнительные детали, но если вы изначально продумаете хорошо ваш запрос, то отчет будет качественней. Ресерч занимает 15-20 минут, то есть он прям идет в интернет, он анализирует десятки, иногда даже сотни разных статей, прям выписывает разные какие-то моменты, и это все собирает воедино. Еще есть интересная функция в подписке Plus – это задачи. Как работают задачи? Вы задаете чату какое-то прям регулярное действие, и он сам будет вам напоминать и прям присылать нужную информацию по расписанию. Например, вы хотите, чтобы, я не знаю, он каждое утро в 9 утра вам присылал гороскоп на день, либо мотивацию на день, либо, например, новости, курсы валют. Если курсы валют, какую-то определенную информацию, тоже говорите ему, на каком сайте ему нужно найти. Все, и он в определенное время будет это вам присылать. Я часто эту функцию не использую, у меня для этого и мой и ассистент, но вот тоже очень такая вот полезная функция. И она входит в подписку, поэтому почему бы нет. Следующая функция, есть еще проекты. Проекты, они нам нужны для того, чтобы сложить все ваши определенные темы в одно место. Например, у меня есть отдельные папки учеба, социальные сети, сценарии, здоровье. И, например, в папке социальные сети у меня есть все чаты, которые связаны только с написанием сценариев, там, например, для рилсов, какими-то трендовыми темами, написание идей для обложек или видео, да, это все такое в одной папке. И это не самое удобное. Удобно то, что вы можете задать отдельную инструкцию для вот этого проекта, то есть для всей папки. Можете добавить туда отдельную базу знаний, если она нужна. Закинуть, например, методичку или гайд. И для каждого чата внутри этой папки она будет действовать. То есть чат будет всегда помнить информацию о вас, что вы делаете, всю необходимую методичку, инструкции, возможно, как нужно действовать. Он никогда об этом не забудет, у него оно всегда будет загружено. То есть как бы это очень удобно, если вы на регулярной основе работаете с чатом, например, вот как я на регулярной основе работаю с чатом для генерации идей на обложке и названии.
И для того, чтобы мне каждый раз ничего не описывать заново, у меня есть отдельный чат, где я просто этим занимаюсь на постоянной основе. Он помнит мой канал, он помнит мою целевую аудиторию, он помнит, как я люблю преподносить информацию. И все, и каждый раз я просто говорю, у меня новое видео, давай делать. Все, он все помнит, предоставляет всю информацию. Это прям очень-очень сильно экономит время. И обещанный лайфхак, который реально прямо улучшит вашу работу с чатом GPT, неважно, в платной или бесплатной версии, сразу скажу, что я его взяла у Дениса, но я его заапгрейдила. Эта штука называется системный промпт. То есть этот промпт, мы его не помещаем в каждый отдельный чат, а мы его сейчас будем закидывать именно в настройки самого чата. Это означает, что он будет об этом помнить всегда. И вы его в любой момент, кстати, можете это отключить, когда он вам не нужен, а потом, когда он понадобится снова его включить. В общем, в чем его суть? Суть в том, что я прошу чат GPT перед каждым ответом принимать роль, а именно быть специалистом в той области, о которой я спрашиваю. И он прям обязан мне давать максимально логичные, структурированные и экспертные советы. Тут еще очень много разных инструкций, обязательно прочитайте, обязательно адаптируйте под себя. Ссылку на промпт я оставлю в описании, просто переходите, копируйте, используйте. Единственное, что важно сказать, что если вы работаете со стилем, то есть вам нужны более такие креативные ответы, то лучше временно убирать этот промпт, то есть вы просто можете его отключать, дальше общаться по креативу и потом заново его включать. Но опять же, вы это все протестируете на себе, как оно будет работать на вас, понравится, не понравится, и уже примите решение. Как его добавить? Очень просто. Мы заходим в настройки, заходим в персонализацию, дальше заходим в пользовательские инструкции, и вот здесь вот есть отдельное поле, какими характеристиками должен обладать чат GPT. И вот сюда его и вставляем. Очень я рекомендую посмотреть мои вот эти 2 видео про чат GPT. Это и идеи, как его использовать, и это правила и лайфхаки, как правильно работать с разными функциями чата. Обязательно посмотрите, если вы новичок и не смотрели. Они будут намного подробнее этого видео, потому что все-таки это видео оно было сфокусировано больше на различии моделей, а там прям целые курсы по чату GPT. Да, потому что сейчас абсолютно в любой вакансии, в любом проекте, в любом направлении уже требуется свободное владение искусственным интеллектом. На практике это не означает, что вы должны быть идеальным промпт-инженерингом или знать все кнопки, все модели. Инструменты сейчас меняются очень быстро. Главное, что здесь это готовность вас тратить время, эксперименты, знать, что существует на рынке, уметь им пользоваться и использовать нейросети, искусственный интеллект стратегически для своих целей, чтобы увеличивать продуктивность свою и компании. Свободное владение И это про проактивность. В общем, ладно, все, пока.